сегодня. Река, ребят, которая впадает, я думаю, в Припять, Ствига называется. Места нашли классные, да, Рямсик? Но что мы сделали? Мы, конечно же, ребятки, застряли. Элементарно, но вообще на пустом месте, считайте, закопались. И нам нужно вот сюда выскочить. Вот сюда выскочить. И здесь уже более-менее твердая дорога. А здесь... Пипец. И собака купается в этот момент, бегает. Чих. Сидишь, как в автобусе. Приехали в место назначения. Сейчас вам покажу поляну, на которой будем размещаться, ребят. Нашли абсолютно дикое место на Припяти. Очень интересное. С песочной такой береговой линией. Будем размещаться на песке. Я знаю, что потом все будет в палатке, на полу. Но, по крайней мере, может быть, будет меньше всяких комаров и другого гнуса. И вот здесь такой красивый берег. Сейчас вечер, мы довольно поздно прибыли на место, потому что много мест проехали, искали, в которые сможем пробиться. И что вы думаете? Везде очень высокая вода, везде было просто невозможно проехать, а места, в которых мы даже были, затоплены с самых полей, наверное, метров 500-700 от места, где нужно разместиться, затоплено поле. Закинем, ребят, сегодня закидушки. Опа. Горыныч, ребят. Ну что, мы сделали это. Красота. А что будет, когда будем выезжать? Нормально, Юлера, как обычно, разгон даст, и мы по кочкам, по маленьким дорожкам. Для установки закидушек я использую вот такие вот свинцовые груза, абсолютно различной массы. Все равно любого веса сейчас очень быстро прибивает к берегу, поэтому пофигу, какой поставишь. Это 150-ка. Закидушки установлены, солнышко садится. Прекрасный первый вечер. Завтра еще один. Будем пробовать что-то поймать. Как думаете, что-нибудь клюнет на простого червячка или нет? Еще тут мыло есть, если что. Хорошо. Не надо. Вода холодная, Мишаня пошел мыться. Даже собака легла к костру. А мы сейчас все по очереди будем мыться. Давай. Давай, 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 давай. Есть. Ну вот видишь, вот и все. Предыдущего места у меня засолена щука весом почти 2 килограмма. Я ей удалила голову, кишки и, естественно, засолила для того, чтобы что сделать? Конечно, закоптить, ребят. Щепа. Ее можно высыпать. Посыпаем щепой нашу дно коптильни.
Вот она, щупакабра. Вот она. И мы ее вот сюда выкладываем. Она идеально ложится вот здесь. И крайнее, что мы делаем, закрываем нашу крышку крышкой. Ночуем в шатре. Однослойный морж, снова 3 постельки. Одна постелька будет отдельная на полу у собаки. Мы, конечно же, вычистим перед сном весь песок отсюда. Вот этот вот песок, ребят, это минус вот этих всех пляжей песочных. Потому что когда есть песок, это значит, что весь будет на полу в палатке. 2 постельки здесь, 1 постелька здесь. Шатер достаточно большой. Везде открываются москитные сетки. Днем можно будет защитить себя от солнца палящего, если оно будет. Печка в обязательном порядке. Не для того, чтобы было тепло, а для того, чтобы было сухо. Ну вот как-то так. Как-то так, ребят. А как ты будешь распаливать? Так? Да, конечно. Так удобно спалить. Ну, ты по ним проходишь все вот. Это удобнее всего, чем... Ждешь, пока они прогорают. Сейчас посмотрим. Блин, она быстро уже почти, видишь, как засвоилась. 7 минут еще и все. Давайте подержим. Шашлындос. Опа. Главное не насыпать сейчас. Хоп. Смотрите, какая красота. На, понюхай. Не чеши. Не надо, можно, по-моему, уксусом. Всю ночь. Уксусом. Если у нас есть перекись водорода в этом, в зеленой такой в этой, мы можем все вместе себе протереть эти все штуки. Это просто заражение идет из-за этого. Если есть перекись водорода, ребят, шашлычки. Красота какая, посмотрите. Супер. А как пахнет, вы просто себе не представляете. Я не представляю нормальный шашлык вообще без уксуса. Говорите на меня, что я совдеп, что хотите, то и говорите. Я обожаю именно такой шашлык. Ой, сработка тут вообще. Есть. Подсак нести? Есть. А что, у тебя сразу подсак есть? Есть. Подожди, сейчас посмотрим, что за рыба. Сом, что ли? Вот он. Это он и это, как это называется? И дергал, понимаешь? Это были сработки до этого. А что тут у меня за это? Блин, так у меня тут 0,2 поводок. Я же сама здесь поставила, ребятки. Маленькие переписки сумел. Мы его отпускаем. Будем надеяться, что кто-нибудь еще приплывет. А желательно какая-нибудь белая рыбка. Хорошая густера, белоглазка или лещик. Я хотела белую рыбу поймать. Здесь белоглазка есть. Лещ может какой-нибудь или что-то еще. Понимаешь? Да. А не вот это вот. Сейчас пробуем щучку. Смотрите, какая получилась красота. О. Там, где не ребра, так нормально. Вот. Сидим сейчас вечерочком, мы плывет вот такая вот какая-то баржа или что это? Да. Шашлындосик вечерочком. Первый вечер, когда приехали на рейку. Мы покушаем вкусно. Как говорится, мяса много не бывает. О, такой у нас ужин. Ну, вы знаете, как я люблю. Я люблю прям, чтобы было много мяса. Да. Все супер. Что не хватает? Мне все нравится.
очень много мусора, ребят, поэтому нужно периодически раз в таких 10-15 минут перезабрасываться. И далеко лучше не бросать, потому что по воде плывут даже деревья целые, представляете? Деревья. О, здесь объедено все. Видали? Виталь, лезь. Виталь. Виталь. Ой, какая здоровая, ёпки, смотрёшься. О, какая густера, ребят. Вот, с такой рыбой я хотела здесь увидеть. Вот она, Припять, на что способна, посмотрите. Вот она. Обалдеть, обалдеть, ребятки. Обалдеть, просто. Вот это густера. Вот это густера. Доброе утро, друзья! Поднялся ветер, и утро началось с одной прекрасной рыбы, которая дает надежду на то, что, возможно, я даже сегодня что-нибудь поймаю на фидер. Ой, здесь рыба, ё-моё. Нет, густера огромная. Опа. Ребятки, вот такая красота. Вот она, густера, еще одна. Класс. Несем ее в садок, а вдруг будет кушать нечего, и мы будем жарить рыбу. Такую рыбу поджарить можно так, что даже косточек не будет, ребят. Ребята, у меня еще одна рыбка. Это вот такой вот некрупный самяо. Смотрите. Этот прям такой темненький, хорошенький усатик. Вот такая вот утренняя рыбка. Класс. И мы его, ребят, обязательно отпускаем. Опа. Фоточка. Даже не успела сделать фото. Ну, пофиг. Поплыл красавчик. Моя задача, ребят, сейчас заварить корм, найти точку ловли и, конечно же, поймать рыбку на фидер. Поэтому я завариваю абсолют мотыль. РС лещ. Застежечки вот такие много. 0,4 лесочка. Перевяжу монтаж, мне не тяжело, перевяжу прям под кормушку.
выкормила штук 6 кормушек просто с кормом. Сейчас у меня есть остатки кукурузы. Почти полбанки. Я ее измельчаю садовыми ножницами, ребята. Абсолютно просто организовано мое место. Стульчик Car Today, фидер. И здесь кормежка вместе с наживкой. Очень хочется уже поймать какую-нибудь речную рыбу на фидер. Соскучилась по этому ощущению. Именно на фидер. Первая наживка, с которой будем начинать, будет опарыш белый. Пока есть, ребята, насадочный мотыль, потому что, я думаю, еще чуть-чуть и ему хана. Первая поклевка, сейчас посмотрим, есть ли рыба. Сейчас посмотрим, есть ли рыба. Да, рыбка какая-то есть. Рыбка какая-то есть, ребят. Не крупная. Есть, и это прекрасно. Вот такая вот густера, кстати, живцового размера. Можно ее даже на кружочек поставить. Утолщила крючок. Поставила, ребят, больше крючок. Поставила сейчас большой пучок опарыша. Мне их не надо, не понимаете? Она клюет, но не засекается. О, это уже подлещик, ребят. Это уже подлещик. Два пара. Клюет. Шестерка, вот. Это уже 7-я. 4 опарыша, правильно. Раз. Два. 3. 4. Или вообще что-то другое. Мне это интересно. Я не зря поставила, надеюсь, крючок побольше. Сейчас посмотрим. Что там у нас? Ух ты, какая густарина. А, это густера или плотва? Вот так это плотва. Класс. На кукурузу, ребят. А, это даже не густера, не плотва. Думаю, это, наверное, типа как... Да, это как подуст. Это подуст или вимба. Оп, на кукурузку. Попался. Отпускаю.
Да, на кукурузу поклевки реже, но зато рыбка поинтереснее какая-то. Сейчас посмотрим. Кто весон такой же? Ой, это уже плотва, да? Это уже... Посмотрите, какая гарная плотва. О, на кукурузку. Ребятки, это пиздец. Короче, только забросила на кукурузу. Посмотри. О. О. О, какой красавчик, а. Во, он случайно, видите, клюнул совсем. О, красавец какой, ребят. На кукурузку, прикиньте. Обычно вот так делать. Ой, страшно, жалко его так делать. Ох. Ребятки, смотрите, вот такая вот щучка у Мишани попалась. На 2200, говоришь, да? Да. На воблер, да, говоришь? Да. Вон он, воблерок. Вон он какой. Ого, ёрш-носарь. Если я не ошибаюсь, то вот эта вот рыба занесена в Красную книгу Республики Беларусь. Ёрш-носарь. Такой вот красавчик. Я решила повысить результативность и поставить большего размера крючок, но с достаточно тонким вот таким вот цевьем. И она наоборот, блин, надо мной издевается. На фидер, ребят, периодически поклевывает. Ну, типа, приходится что-то придумывать, там, менять насадку. Но густера, плотва, экзотики больше никакой не было. Очень бы хотела что-нибудь покрупнее.
толстая, лесочка много. Видите, как хорошо выдерживает. Это я поставила сейчас. О, это батошка, смотрите. Это батончик. Ребят, хороший такой наливной батончик. На самом деле вода не такая теплая, как может показаться, несмотря на то, что сегодня 28 градусов тепла. Нормально помыться не получается, потому что она холодная. Поэтому что делаем? Конечно же, затопим баньку, сходим в нее, попалимся обязательно. Ну и, естественно, нормально помоемся. Сама банька уже стоит, ребят. Остается в нее внутрь поставить печь, поставить полог, ну и, конечно же, положить пол. Так, горох. Немного его, ребят. Буду потом как кукурузу добавлять в прикормку. И кукурузная сечка. Офигеть, какая красная. Обалдеть, ребят. Обалдеть. Жарко. Слушайте, это как будто загар прям. Кто-то, возможно, подумает, что в такую жару в баню не ходят, но я, как танцор, как бывший спортсмен, считаю, что нужно вырабатывать какую-то определенную выносливость. А выносливость, она как вырабатывается? Вот таким вот прекрасным образом. Очередная рыба. Не крупная, но рыба. Надеюсь, что добросаюсь, докормлюсь до чего-нибудь более-менее интересного. А пока наживка огромная, а клюет вот такая вот некрупная густера, которую можно ставить на живца. Какая-то. Ну прям не сильно большая, но что-то. Ого, ого, чехонь. Ого, чехонь. Чехонь. Прикол. Ребятки, ну давненько я не видела чехонь, но ожидала вполне себе, что на Припяти она может быть чехонечка такая. Вот такая чехонька, ребят.
того, чтобы перестать совсем мелочь ловить, решила оставить по 2 кукурузы. Клюет даже на 2 кукурузы. Да посмотрите как. Клюет прям за год. Вот такая вот густера. Вот такая вот густера, ребят. На 2 кукурузки. Хорошая, ребят, густера сейчас клюнула. На кукурузу, на 2 штуки. И засекается, понимаете, на кукурузу хотя бы. На барыша, на мотыля может не засечься, на кукурузу засекается. Вот так у вас тут ветерок и прохладненько. Ребятки, только что клюнула у меня еще одна чехонька. У меня чехонька клюнула. Ну, я ее отпустила. Ну вот так хватит. И я... Ой, какой хватит еще. Хватит все. Еще, Хватит, еще ты одну шо... хотя Ну бы. давай. Все, хорош. Немного осталось. Оп. Ломаем. Рыбка варится. Достаю. Что-то может отпущу. Опа. Ну, пяток окуней, ребят, это Мишаниных. Вот этот окунь самый большенький, да, наверное, мой. Но Мишаня тоже таких поймал, смотрите. Пойдем вот соседям, сейчас рыбку отдадим. Самую крупную мелочь. Вот эту вот сейчас вскрываем. Очень красивое место, очень красивый закат. Сегодня без фольги, между прочим. Все всегда говорят, что зачем нам фольга. Поэтому сегодня без фольги, потому что ее не было. Смотрите, какая. Только она хорошо как получилась. Даже круче, чем в фольге. Посмотрите, какая красоточка. О, огонек. Что надо для счастья? Белокола и бумага хлебная. Вы на картах будете сидеть? А, вы на стульях маете? Я на сучке. Продолжаю обкатывать свой новый стульчик от Carp Today. Очень удобная штука, очень мягкая, честно говоря. Уже несколько раз спала с фидером на берегу, здесь на Припяти. Мой садок, мой фидер, самый любимый. Волжанка ProSport Думчев с тестом до 80 грамм. Видела, что в отчетах пишут, что тут 200 грамм кормушки, 150 грамм кормушки, 80 грамм кормушка, 80-граммовый фидер. Вниз по течению все стоит как вкопанное. На закидухе у меня Горыныча. Мангальчик Манко, честно говоря, у него должна быть краска, которая защищает от ржавчины, но посмотрите, во что он превращается. Посмотрите. Пилочка Редверк. Без нее бы остались, конечно же, без дров. Шуруповерт у меня Редверк, им я мешаю корм. Раскладушки у меня Интент. Печь Интент, в баню тоже печка Интент. Ну и шатер Морж. Кемпинг Ру, это вот эта вот кухня походная.
Одна из самых крутых вещей, которая только может быть. Очень удобная штуковина. Баня морж. Внутри полог. Ну и непосредственно автомобиль, на котором мы сюда прибыли. Вместительный огромный ГАЗ, у которого одна дверь открывается сбоку и две двери открываются вот там сзади. При этом в комплекте идет ключ, которым отдельно закрывается салон и отдельно закрывается багажник. Машина на заднем приводе, поэтому нужно быть осторожным и не заезжать в труднопроходимые места. Внутри в багажном отделении оно просторное, есть подсветка наверху, которую можно включить или поставить в автоматический режим. Удобно, когда есть зонтик, потому что если очень жарко, на береговой линии нет никакой растительности, солнце оно просто изнуряюще действует. Поэтому позагорал немножко, взял, спрятался, вот так под зонтик сидишь, ветер вдувает, тебе хорошо. А где-то, возможно, в городе нечем дышать. Ребятки, что-то хорошее. Поклевка вообще была огонек. Понимаешь, пока не поставила на... Это что, ясь или голова? Ребята, видите, кто это? Это же ясь, ребята. Самый натуральный. Но сегодня я практически не рыбачила. Сегодня собирались домой. Сегодня ставила на фидер исключительно кукурузу. Поклевки были постоянно. Но рыба из-за того, что я не сидела возле фидера, она плохо засекалась. На 2200. На сколько? 2200. 2200? А окуня на сколько? 5 окушков, там, не знаю. От 100 грамм до... Щука. На что? На что? До скольки? До 300-400. Щуку на воблер 90. Ага, голубого цвета, да? Голубого такой, акаровский. Акара рулит, прикиньте. Вот это да. А все остальное на что? Все остальное на резинку джин окуней 2 дюйма. Ясно, молодец. Зелененькую. Такая гарная густера. Здесь клюет, есть хорошая очень плотва. Были поклевки вообще, отдай фидер. И вон даже язи какой-то несчастный. Мы всю эту рыбу сейчас отпускаем. Ну а вы, если вам нравятся, ребят, такие видео, если вы любите отдых на природе, если вы любите рыбалку так же, как любим ее мы, несмотря ни на что, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, конечно, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!